Всем привет! В данном обзоре речь пойдет про средние шипы Инхи Плута Евро в толщине 1,5 мм. Толщину 1,8 мм я не пробовал. Играть она будет иначе. Накладка тестировалась только на турнирах с равными соперниками. Мой уровень игры на данный момент ТТВ 600+. Так получилось, что я не имел возможности записывать видео. Поэтому я просто могу в деталях рассказать про накладку. А в качестве видеоиллюстрации подобраны записи из другого теста. Итак, есть накладка Инхи Плута и есть Инхи Плута Евро. Топшиты выглядят одинаково, написано просто Плута. Играют по-разному. Плута – это накладка за $8, которая играет на $15. Но все же по уровню игры она, очевидно, не дотягивает до других средних шипов. Например, доктор Нойбауэр Агрессор, доктор Нойбауэр КО. Агрессор и КО стоят $36, и я отношу их к наилучшим изделиям по качеству и игровым свойствам. Плута имеет заметный минус по сравнению с ними. Но как накладка за $8 он, конечно, великолепен. Ну, а Плута Евро – это уже накладка уровня докторских средних шипов, только значительно дешевле. Я много поиграл агрессором, поиграл КО, оба великолепны. Теперь вот играю Европлутоном, и он тоже так же хорош. Моя ракетка – это основание доктор Neubauer Magical Touch. Это All Plus. Мягкое основание с небольшой гибкостью. Справа черный Inche Big Dipper. Это атакующая накладка, гибрид тензора и липучки, которая подкупает своими игровыми свойствами и долговечностью. Итак, Плута Евро, на мой взгляд, почти идентичен докторскому агрессору. Ну, может быть, агрессор чуть побыстрее. Не могу наверняка сказать. По сцеплению и игре одно и то же. Единственная большая разница между ними – агрессор заметно тяжелее Плута Евро. В сравнении с КО от доктора, Плута Евро заметно быстрее, заметно сильнее цепляет и немного легче. Сцепление. Сцепление очень слабое, если сравнивать с короткими шипами. Ну и в целом, это, конечно, сильно влияет на игру накладки. На моем мягком основании можно делать накаты и топсы, и даже скрутку со стола по подаче. Ее эффективность отличная. Но, повторяю, сцепление очень слабое. Если вы к этому еще не привыкли, то будете валить в сетку или за стол безнадежно. То есть тут нужна соответствующая привычка. Наклон кисти, движение, ну в общем техника. Недавно взял попробовать короткий шип Инхи Уранус Евро. И все полетело за стол. Потому что он цепляет, как и остальные короткие шипы, намного сильнее. Плюс короткий шип ускоряет мяч с самим зацепом. А Плута Евро своим слабым зацепом не ускоряет мяч. И потому, если вы делаете топс, то он будет заметно медленней или даже тухлый. А также более короткий и противный. Скорость у шипа значительная. Но смотря когда. Плоско бабахаешь, быстро летит. Топспин делаешь медленней или вообще тухло и коротко. То есть губка быстрая, а вот сам топшит совсем не ускоряет. Плоский удар великолепно. Если мяч выше сетки, бабахать надо обязательно. Плута Евро как раз для этого. Максимально уменьшает реакцию шипа на приходящее вращение, облегчая попадание плоскочом в стол. Накат хороший, но попадать в стол не всегда легко в силу слабого зацепа. Накатывать сложнее, чем короткими шипами, но легче, чем длинными шипами. Мяч не докрутишь, как короткими шипами, то есть летит длиннее и с меньшим вращением. Плюс риск
что мяч свалится с ракетки. Но зато на приходящее вращение плута реагирует минимально, и от него мячи летят противные для соперника. То есть тут кому что нужнее. Прием подач. Если соперники на подаче крутят-мутят с боковым, то можно кистевым топсом реверснуть это вращение, и полетит медленный непонятный мяч, который может отскочить неожиданно, даже мимо ракетки соперника. В целом, Плутон Евро облегчает прием крученных подач, но затрудняет прием некоторых других. Например, длинная быстрая подача по диагонали. Ее легче атаковать гладкой накладкой или короткими шипами. И еще раз повторю, что после приема крученных подач к сопернику может прилететь непонятный мяч. Вращение, траектория, отскок. Они немного непонятные и неожиданные. Еще добавлю, что во многих случаях можно агрессивно начинать и стремиться играть первым номером. Топспин слева можно делать, но это сложнее, чем гладко и короткими шипами. Мяч после топса Плутоном Евро летит медленный или даже очень медленный. Вращение, траектория полета и отскока отличается от привычного. Это усложняет жизнь соперника довольно существенно. Нередко в такие моменты соперник или играет неуверенно, пассивно, или мажет по мячу. Если эта ситуация повторяется, то соперник может начать сомневаться и терять уверенность, а это ухудшает его игру. В целом, топсы можно делать и быстрые, если мяч повыше. Это будут топсы сквозь мяч, то есть топс-удары. Кач на столе отлично. Мяч пихать довольно удобно, а если пихнуть с боковым вращением, это придает какие-то дополнительные неприятные свойства мячу. Сопернику придется это учитывать. Я не могу сказать, что мяч летит сложный. Теоретически он даже проще, чем от гладкой, но он непривычный для соперников. Хоть он и проще, его надо играть не так, как привык на автомате. То есть это надо уметь делать. А когда в ритме игры пытаешься понять, что летит от шипа и как играть, то теряешь время и увеличивается возможность допустить ошибку. В итоге, про кач я могу сказать, что он есть, он хороший, но нельзя играть шипом только качем. Соперники привыкнут и будут обыгрывать. Единственное исключение в данном случае может быть, если вы умеете хорошо замечать, где находится соперник и куда он движется, и тычком направлять мяч точно туда, где ему будет неудобно. В таком случае, я думаю, даже если у вас только кач слева шипом, вы сможете неплохо конкурировать при условии наличия справа хорошей атаки. Теперь о подрезках. Сильное нижнее придать невозможно. Средней силы нижнее тоже непросто создать. Для этого надо очень быстро пропилить мяч. И, конечно же, тонко. Иначе за стол. При подрезках на столе техника исполнения похожа на технику гладкой по степени горизонтальности лопасти ракетки. Подрезать комфортно, управляемость хорошая. И еще раз подчеркну, что возможность создать вращение при подрезке по плоскому мячу и по низу довольно ограничена. Но все-таки придать низ можно. Или подрезать и полетит мяч без вращения. По подрезкам плута Евро я нередко получаю завышение или какие-то улеты мяча немного в бок и за стол. Соперники не дураки, конечно. Даже проговаривают сами себе, что там плоский мяч, это же шипы. Но все равно делают ошибки месяц за месяцем и даже год за годом. Не могут привыкнуть. Атака по подрезкам. Можно атаковать топсом, причем даже по невысокому мячу. Шип реверсит приходящее нижнее вращение
И получается хороший медленный или среднескоростной топс-переброс. Эффективность такого топса-переброса хорошая. Можно использовать его часто. Если высота мяча позволяет, можно придать мощности и сделать быстрый топс по низу. У края стола по низу на высоте 15-20 см можно атаковать плоским коротким толчком. Не на силу, а больше на точность. При этом, мне кажется, небольшое количество нижнего вращения реверсится, и это помогает попасть в стол. Можно и немного усилить, чтобы полетело быстро. Все это в игре эффективно. Иногда можно по низу выполнить толчок открытой ракеткой. Подчеркиваю, иногда. Таким образом, можно смутить соперника нестандартным движением и непривычным мячом. В защите Плута играет настолько, чтобы можно было уверенно отрезать и вернуться к столу. При подрезке можно варьировать отдаваемое вращение. Это то, что я заметил в своей игре. Какова накладка будет в серийной защите, я сказать не могу. Далее, блоки. Это сильная сторона накладки. Можно делать медленные или вообще тухлые блоки. Какое вращение отлетает, я не знаю. Что-то плоское, наверное. Плюс-минус небольшой верх или низ. Вероятность получить ошибку соперника существенная. Но не надо рассчитывать на этот блок как на панацею. Мяч сам в стол не летит. Надо учиться блочить. Подведу итоги. Несмотря на изрядную противность и другие особенности шипа, я бы не стал говорить, что это супер крутой шип, и всем короткошиповикам следует срочно выкидывать свои шипы и покупать Плута Евро. Противность Плутона дается не бесплатно. Некоторые вещи им делать сложнее и рискованней. Но да, я отношу этот шип к числу наиболее качественных, удачных изделий. Подойдет он тому игроку, которому придется по вкусу и по стилю. Именно этими двумя параметрами надо руководствоваться при выборе, а не его противностью.